Администратор кратко рассказывает ей о системе ранжирования и объясняет, что платиновый ранг самый высокий, но она начнет с фарфорового. Она говорит девушке, чтобы она не теряла бирку, так как она будет использована для идентификации ее трупа, если с ней случится что-то, что покинуло ее тело. Неузнаваемый. Определенно беспокоиться ни о чем. Затем она говорит девочке, что вероятно лучше всего объединиться с несколькими ветеранами, чтобы обезопасить себя. Но нет, появляется кто-то еще и просит девочку присоединиться к их группе, так как им действительно нужна жрица прямо сейчас. У них есть фехтовальщик, боксер и маг, и они собираются отправиться убивать гоблинов, так что им нравится быстро заполнять вакансии. Администратор выражает свои опасения по поводу того, что вся компания фарфорового ранга, или другими словами, они кучка нубов. Но опять же, эти ребята кажутся достаточно милыми, и насколько опасными могут быть гоблины. Надеюсь, с ними не случится ничего плохого. Группа прибывает в пещеру гоблинов, и возможно, это был череп у входа. Но девочка сейчас пересматривает свое решение участвовать в этом. Остальные все еще уверены, что это будет легкая победа, но похоже, они не осознают, что по сути пришли сюда без подготовки. И хотя девочка жрица, она может только исцелять ему 3 раза. Девочка и маг отделились от остальных, и пока они пытались догнать их, девочка услышала звук, доносящийся из-за их спин, но мисс Всезнайка маг не поверила в это до тех пор, пока. А ты бы смог жить в таком состоянии? За ними стоят гоблины. Маг испугался и применил огненное заклинание, убив одного из гоблинов. Но она стала слишком уверенной в себе, и гоблины пометили ее как подростка, сбив с ног, в то время как девочка размахивала своим посохом в воздухе, что определенно должно было что-то сделать. Вот тут-то и начинается самое неприятное. Гоблины пронзают мисс Мак ножом в живот, и она кричит в агонии. К счастью, остальные находят их и получают предложение гоблинов позволить девушке-жрице исцелить ее. Ну что же, у них было трудное начало, но теперь, когда команда снова вместе, а фехтовальщик заботится о гоблинах, все должно быть хорошо. Но он сразу же набросился на гоблинов, и его искалеченный до неузнаваемости вид дает надежду, что на нем, по крайней мере, была его метка. Их планы полетели к чертям, и боксер пытается выиграть время, чтобы остальные успели сбежать. Она явно лучше всех подходит для уничтожения гоблинов, и у нее не возникло бы никаких проблем с маленькими парнями, но черт возьми. Что этот парень ел? Он такой огромный. Да, она стрелок. У жрицы есть шанс унести смертельно раненого мага и сбежать, но в нее стреляют, и гоблины снова возвращаются. Жрица обмочилась от страха, а гоблинам, по-видимому, нравится это дерьмо. Мне следовало бы знать, что они долго не протянут, если им не дадут имен. Но это еще не конец. Прибыл убийца гоблинов, и он, не теряя времени, поджигает этих монстров. С помощью магии жрицы он проделывает большую мозговую операцию, чтобы сжечь гоблинов и убить остальных. А в конце пещеры они находят боксеров, все еще едва живых, в гнезде с детенышами гоблинов. Но убийца гоблинов вычеркнул слово «милосердие» из своего словаря. Каким-то чудом жрице удалось спастись, но у нее более сильная воля, чем ты думаешь, и она готова охотиться на гоблинов вместе с убийцей гоблинов. Позже убийца гоблинов возвращается на ферму, где он останавливается и завтракает с этой рыжеволосой девочкой и ее дядей. Позже они с девочкой вместе отправляются в гилд, так как ей нужно сделать кое-какие поставки. Тем временем этот парень с глуповатым видом подает заявку на уничтожение гоблинов. Позже в тот же день этот крутой копейщик пытается похвастаться перед администратором, и она соглашается только потому, что ей платят за то, чтобы она была там. Задания на день опубликованы, и среди них команда новичков решает отправиться на задание гоблина. Позже истребительница гоблинов отправляется на задание в горы, и жрица спрашивает о группе, которая выполняла задание гоблина. Им сообщают, что в группе были фехтовальщик, маг и священник. Все они были фарфорового ранга. Почему это звучит знакомо? Жрица понимает, что эти ребята перейдут в прошедшее время, если пройдут задание, поэтому она пытается убедить убийцу гоблинов помочь ей спасти их. Но ему было наплевать на эти новости. У него есть свои собственные поиски, и они выбрали свои. Если им суждено умереть, то они умрут. Проходит несколько дней, а рыжеволосая девочка все еще ждет его, в то время как убийца гоблинов совершает набег на гнездо гоблинов на дереве. И он прибегает к самому простому способу избавиться от гоблинов – небольшому поджогу. Пока дерево горит, жрица использует свое чудо-барьер, чтобы заманить гоблинов в ловушку и закоптить их, как будто сегодня ночь барбекю. После целого дня честной работы по уничтожению гоблинов, убийца гоблинов вернулся в гильдию за новыми заданиями. Но на этот раз за прилавком его ищут эльф, гном и человек-ящер. Ему не нравится тратить свое время на то, что не относится к гоблинам. Но поскольку им нужно что-то обсудить, он оставляет жрицу, чтобы пойти с ними обсудить их дела. Пока его нет, к жрице обращаются те начинающие авантюристы, которым каким-то образом удается выжить. Они пытались уговорить ее уйти из убийцы гоблинов, так как он немного странный, и я имею в виду, что так оно и есть, но им не нужно было этого говорить. Прежде чем разговор может пойти дальше, появляется ведьма с большой эльфийской энергией и прогоняет других парней прочь. Затем она говорит жрице, что он может быть и странный,
но я не собираюсь осуждать тебя, если ты хочешь поиздеваться над истребительницей. Тем временем эльф говорит истребителю гоблинов, что повелитель демонов начал собирать армию, чтобы захватить мир, но истребитель гоблинов. Это как будто я пропустил, именно в этом и заключается моя проблема. Если это не связано с гоблином, то я и слышать об этом не хочу. Я убийца гоблинов, а не демонов, так что тебе лучше пойти и найти какого-нибудь героя из Акаи или что-то в этом роде. Но как только упоминаются гоблины, говнюк, это все, что ты хотел сказать. Они направляются к гнезду гоблинов, и эльфийка уничтожает разведчиков с помощью своего прицельного робота. Они направляются в гнездо, но не раньше, чем будут покрыты кишками гоблинов. Там с помощью гнома они могут найти логово гоблинов, однако сначала им нужно направиться в противоположном направлении. В этом направлении они находят кучу гоблинов по пояс, а на стене девочку, получившую магическое лечение. Истребительница гоблинов убивает гоблина, который был там, и человек-ящер вызывает скелет, чтобы отвезти ее в безопасное место. Но они пришли сюда не только для того, чтобы спасти девочку, они пришли убивать гоблинов, и именно это они и собираются сделать. Они добираются до логова гоблинов, и там их ждет целая куча гоблинов, которых нужно убить. Но нет никакой причины стоять лицом ко всему вестибюлю сразу же, как только у убийцы гоблинов появится план. Он приказал Дварфу наложить заклинание мальчика в вестибюле, а жрица наложила заклинание тишина, чтобы убедиться, что все гоблины спят. А затем они убили их во сне. Но дела никогда не идут так хорошо надолго, и они сталкиваются с другой проблемой. Старший из них командовал армией гоблинов. Обер запускает огненный шар, но жрица способна заблокировать его. Однако на это ушло 2 ее заклинания, так что она больше не может им пользоваться. К счастью, Огр не воспринимает это всерьез и решает не посылать огненный шар «Верная смерть». Они временно ослепляют его и пытаются вырубить. Но у Огра есть регенерация, и братан очень сильно ударяется спиной о стену. Носитель поврежден, так что шансы команды на победу практически равны нулю. Остальные все еще сражаются с Огром, так что жрица идет, чтобы дать убийце гоблинов стимулятор и оживить его. Огр только что пришел в себя и решил запустить огненный шар. Но уже слишком поздно, и у убийцы гоблинов есть план, как с этим справиться. Он хватает свой свиток, и Огр мгновенно оказывается изрубленным на куски. Убийца гоблинов расправляется с Огром, и вся компания возвращается домой. Прошло уже 3 дня с тех пор, как все закончилось, и убийца гоблинов вернулся к своей обычной жизни после короткого 3-дневного сна. Тем временем эти новички находятся в канализации Нью-Йорка, сражаясь с мутировавшей канализационной крысой. Но парень теряет свой меч в одной из крыс, и ему приходится уходить под залог. Убийца гоблинов помогает с доставкой, когда другие подходят и спрашивают его, не хочет ли он пойти осмотреть некоторые из них. Руины вместе. В то же время фехтовальщик-новичок просит высокопоставленного участника одолжить ему оружие, чтобы он мог забрать свое собственное. И хотя он хотел бы это сделать, оружие слишком высокого уровня, чтобы он мог с ним справиться, так что у них есть следующая лучшая вещь. Ведьма достает свечу из небесного кармана. Свеча начинает гореть, когда ты приближаешься к тому, что ищешь, так что она должна помочь. Убийца гоблинов сталкивается со жрицей, которую только что повысили в должности, и она собирается сообщить о своем повышении матери в церкви. Позже администратор просит убийцу гоблинов заменить наблюдателя, но так как он не слышал слов гоблин, ему было неинтересно. После недолгих уговоров он соглашается это сделать. Оказывается, это не экзамен на повышение по службе, а скорее встреча с персоналом, и мы все знаем, что ты облажался, когда тебя вызывают в отдел кадров. Парня поймали на краже с его вечеринки, и в результате он будет понижен обратно в должности. Парень начинает нервничать и подумывает о нападении на секретаршу, но он знает, что убийца гоблинов не оставит его в покое, поэтому он уходит без боя. Тем временем новичок, похоже, становится лучше справляться с опасностью, и ему удается отобрать свой меч у крысы. Знаешь, возможно, он просто доживет до конца. Теперь, когда испытание HR закончилось, убийца гоблинов возвращается к убийству гоблинов и получает запрос, который был специально разработан для него. Адресовано ему. Убийца гоблинов идет сообщить команде о запросе, и они соглашаются пойти с ним. Но по какой-то причине они забанили его стратегии огня и воды. Даже отравить двоих. К чему катится мир, если ты не можешь даже пустить в ход немного яда? Он соглашается с их ограничениями, и группа отправляется в Уотертаун. Как только они прибывают, убийца гоблинов рассказывает, что задание было получено от Девы Меча архиепископа. А ты знаешь, что характеристики человека максимальны, когда он может хорошо видеть с завязанными глазами? Она объясняет, что недавно на город напали гоблины, но когда она наняла искателей приключений, чтобы разобраться с этим, у них ничего не вышло. А потом она услышала о Гоблин Слеер от его фан-клуба, и да, он член этого фан-клуба. Он согласился поохотиться на гоблинов, и они отправились в канализацию, чтобы размозжить головы нескольким гоблинам. Они убили нескольких гоблинов, но когда все стихает, ты понимаешь, что вот-вот что-то произойдет. Внезапно появляются пираты-гоблины, обрушивают на группу шквал стрел. Заблокировав стрелы, они садятся в лодку и начинают уничтожать гоблинов. Но даже после того, как лодка уничтожена, музыка босса не прекращается. Появился аллигатор, и ему пришлось бежать, так как они никак не могут бороться с этой тварью. Несмотря на то, что они спасают свои жизни, эльф по-прежнему не любит использовать яд, поэтому он натравливает аллигатора на гоблинов, чтобы те могли убежать. Теперь, когда все закончилось, убийца гоблинов понял кое-что, чего эти гоблины не знали об аллигаторе.
так что это означает, что кто-то другой привел их в канализацию. На следующий день они возвращаются в канализацию, но на этот раз с птицей для обнаружения яда. Поскольку гоблины выполняют чьи-то приказы, вполне возможно, что они используют ядовитый газ, что несправедливо, поскольку убийца гоблинов не может использовать свой собственный яд. Они направляются в сторону гоблинов и находят девушку, закованную в цепи в комнате, но когда они подходят ближе, они видят, что девочка уже мертва, а дверь за ними заперта. Они попали в ловушку, и теперь комната наполняется ядовитым газом. Они быстро соображают и защищают себя от яда, одновременно перекрывая отверстие, через которое яд проникает внутрь. Но это решает только одну проблему. Снаружи все еще полно гоблинов, готовых к нападению. И что еще хуже, там тоже есть здоровенный гоблин. Убийца гоблинов пытается незаметно напасть на гоблина, но его отшвыривают. И я не врач, но я не думаю, что это полезно для твоего здоровья. Увидев, как отшвыривают подростка-носителя, жрица теряет самообладание, и ее барьер разрушается, и после этого все полетело к чертям собачьим. Мускулистый гоблин нападает на жрицу, и она описывается от страха. И еще раз повторю, гоблинам нравится это дерьмо. Гоблин хватает ее и кусает, что я совершенно уверен, также вредно для твоего здоровья. Для них это выглядит безнадежно. Несмотря ни на что, убийца гоблинов снова поднимается и, не имея ничего кроме клока волос, душит мускулистого гоблина. Отвлекая внимание, остальные могут нанести ответный удар гоблинам и едва отпугнуть их, но в конце концов убийца гоблинов падает. Видишь ли, если бы он использовал свой яд, этого бы не случилось. Позже убийца гоблинов просыпается рядом со жрицей, которая лежит обнаженная в постели рядом с ним. Девушка-мечница использовала свое заклинание воскрешения, но для этого заклинания требовалась девственница, поэтому жрица должна была быть рядом. Девушка-мечница, возможно, и победила повелителя демонов в прошлом, но затем гоблины напали на нее и нанесли серьезную травму. Поэтому она просит убийцу гоблинов помочь ей избавиться от гоблины. Несколько мгновений спустя жрица просыпается и смущается, что она была обнажена перед убийцей гоблинов, но он уже ясно увидел все, что можно было увидеть. Пока они одеваются, остальные заходят проведать их. Энн, приготовься поужинать вместе, так как у них была договоренность, что они будут есть вместе, если выживут. Во время трапезы остальные решают вернуться в канализацию, чтобы немного разведать обстановку, оставив убийцу гоблинов и жрицу чинить их снаряжение. Жрица пытается поговорить с убийцей гоблинов, но у него разговорные навыки среднестатистического программиста. Он делает заказ, ему чинят броню, и они немного разговаривают за мороженым. Ближе к вечеру в городе появляются ведьмы и крутые парни с порошком, который заказал убийца гоблинов. Они возвращаются в подземелье вместе с остальными и натыкаются на отвратительного вида глазное яблоко с лучом смерти. Так что, хотя это и не гоблин, если он не может использовать яд, у убийцы гоблинов есть идея взорвать его. Как только все будет сказано и сделано, этот корень найдет зеркало на стене. При дальнейшем осмотре зеркало оказывается порталом в мир гоблинов и их способом проникновения в город, очень дорогим порталом. И благодаря предыдущему взрыву все гоблины в городе погибли. Канализационные трубы сейчас устремляются к ним. Нельзя терять ни минуты. Они координируют свою атаку с истребителем гоблинов и Альфонсом Снайпингом, жрицей на выносках и дварфом в резерве на крайний случай, пока Человек-ящер грабит зеркало. У Человека-ящера небольшие проблемы на первом этаже, но он призывает бога Гейнса, чтобы тот помог ему справиться с зеркалом. Тем временем мускулистый гоблин из прошлого вернулся на второй раунд, но убийца гоблинов просто водит его за нос и позволяет ему нанести некоторый урон самому себе. Команда. Как только Человек-ящер наконец опускает зеркало, они прячутся под зеркалом и заставляют гнома вызвать пещеру, чтобы сокрушить всех гоблинов, пока они еще в безопасности. Как только пыль осядет, они выползают из-под зеркала и в основном здоровы, и в этом не было никакого яда или чего-то подобного. Взрывы, так что эльф должен быть не против. Но нет, она пытается убить его. Позже убийца гоблинов встречается с Девой Меча, чтобы спросить ее, что ей известно, и она признается, что выдумала все это, чтобы заставить его приехать в город. Она может противостоять любой угрозе, но гоблины пугают ее до смерти, поэтому она хотела, чтобы он был здесь и защищал ее. Однако убийца гоблинов имеет дело с гоблинами, а не с травмами. Как говорится, если травма связана с гоблинами, он будет рядом, чтобы убить их. Вернувшись домой, убийца гоблинов возвращается в гильдию, чтобы забрать свое поврежденное снаряжение, и после того, как он заберет свое снаряжение, он выходит на улицу и находит гораздо более счастливую версию тренировки кишок. Новички на пути меча. Позже все встретятся с убийцей гоблинов и пригласят его поужинать с ними, а также предупредят, чтобы он был более осторожен, иначе они введут еще больше ограничений. Убийца гоблинов начинает понемногу проникаться к ним симпатией и соглашается быть более осторожным. Он отправляется домой и занимается своими обычными делами, ищет следы гоблинов, и на этот раз там слышны громкие звуки. Дерьмо только что стало настоящим. Орда гоблинов во главе с повелителем гоблинов собирается напасть на деревню, поэтому убийца гоблинов предупреждает рыжеволосую девочку, чтобы она убегала как можно скорее, насколько это возможно. Но она не хочет уходить, потому что знает, что убийца гоблинов останется здесь, чтобы сражаться. Ты должен уважать ее решимость. Она готова сразиться с гоблинами за свой дом. Истребительница гоблинов не собирается стоять в стороне и позволять этому случиться. Но в то же время у него нет возможности победить Орду в одиночку. Поэтому он отправляется в гильдию, чтобы попросить помощи у Хотшота и его отряда. На первом этапе Хотшот не заинтересован в помощи, но увидев, насколько
серьезно он относится к этому, соглашается помочь убийце гоблинов, хотя остальные члены гильдии наслаждаются этим. Так будет до тех пор, пока гильдия не объявит награду в размере 1 золотой монеты за каждого убитого гоблина. Теперь в это вложена вся гильдия. Наступила ночь нападения Орды, и гоблины выступают, прикрываясь живыми щитами. Но этого следовало ожидать, и с помощью сонного заклинания живые щиты были восстановлены в целости и сохранности, и атака на гоблинов началась. Искатели приключений опустошали армию гоблинов, прокладывая себе путь вперед и переигрывая их на каждом шагу. Но новичку еще многому предстоит научиться, и он едва не получает один выстрел от гоблина, но его спасает его броня. Уничтожение идет по плану, но все меняется, как только начинают появляться мускулистые гоблины, но искатели приключений должны быть в состоянии справиться с ними. Тем временем убийца гоблинов перешел в режим терминатора и отправляется за королем гоблинов. Убийца гоблинов встречается лицом к лицу с королем гоблинов, они начинают ссориться, и гоблин отбрасывает убийцу гоблинов назад. Король гоблинов довольно крепок, но убийца гоблинов более искусен, и ему удается нанести удар ножом в голову. Вернувшись в битву с Ордой, авантюристы прорвались сквозь большинство гоблинов, и теперь новичкам предстоит разобраться с отставшими. Тем временем ветераны заняты борьбой с мускулистыми гоблинами, а Гатс и его напарник уничтожают одного из них своей командной работой. В то время как Хотшот разбирается с другой, остался один. Что бы ты ни говорил о нем, но он действительно мастер своего дела. Вернемся к убийце гоблинов. Ему удалось нанести удар королю гоблинов, но он получил больше всего урона, и теперь с ним, возможно, покончено. Гоблин поднимает свой топор, чтобы убить убийцу гоблинов, но как раз вовремя жрица воздвигает барьер. Теперь поддержка научилась наносить некоторый урон, и она зажимает гоблина между барьерами. Гоблин начинает умолять о прощении, но у убийцы гоблинов и этого нет, поэтому он встает и наносит удар ножом в шею. Солнце встает, когда все гоблины убиты, и все искатели приключений направляются в гильдию, чтобы выпить. Пока они там, жрица просит убийцу гоблинов снять шлем, и поскольку она спасла ему жизнь, он соглашается. Это редкий случай, так как он никогда не снимает шлем, и все в гильдии подбегают, чтобы мельком увидеть его лицо, однако мы не настолько счастливчик. Давай на минутку представим, что ты гоблин, существо настолько уродливое, что даже пета не защитит тебя, и в твою пещеру валивается группа новичков-искателей приключений. И ты проводишь время, убивая, мучая и калеча их. Ты выстрелишь в целителя стрелой, а потом ты обернешься и увидишь, что этот чувак пристально смотрит на тебя. Каков твой следующий шаг? Тебе лучше начать молиться богу гоблинов, потому что, честно говоря, ты уже готов. Мы видим, как убийца гоблинов предупреждает о том, что поблизости нет дышащих гоблинов, и если это число превышает 0, он обнуляет его. В городе гильдия занята как никогда, все занимаются своими повседневными делами, а жрица сидит рядом к эльфийке с широкой улыбкой на лице. Она так счастлива, потому что она не только прожила здесь целый год, но и теперь считается старшей по званию среди всех, кто сейчас мы отправимся в путь. Она также может подняться в рейтинге в любое время, так что у нее есть все основания быть счастливой. Несколько новых искателей приключений у стойки регистрации начинают говорить о том, какие милые эльфийка и жрица, и как они могли бы пообщаться с ними, если бы стали хорошими искателями приключений. Но я могу понять, зачем пытаться говорить шепотом, когда у эльфа есть уши с высокоскоростным интернетом. Жрица говорит о том, что когда она регистрировалась, было не так много новых искателей приключений, но она также считает, что это здорово, что на этот раз они действительно будут проходить обучение. Когда она смотрит, как уходят новые искатели приключений, ей вспоминается первая вечеринка, к которой она присоединилась, когда стала искательницей приключений. Однако она уверена, что эта вечеринка сможет выжить, потому что их научили некоторым реальным стратегиям вместо старого обучения. Эльфийка все еще думает, что возможно есть искатели приключений, которые ничему не научатся, даже если ты их научишь как гном. Однако тебе не нужно обладать слухом в 5G, чтобы услышать такое неуважение, если оно исходит прямо от тебя. Он спрашивает, где находится убийца гоблинов, и жрица объясняет, что он сказал ей, что немного задержится, но ты скоро должен быть здесь. Появляется убийца гоблинов, и вся гильдия замолкает, так как новички озадачены идеей о том, что высокопоставленный авантюрист охотится только на гоблинов. Убийца гоблинов встречается с остальными членами группы, и они спрашивают его, что на повестке дня на сегодня, но ответ довольно прост. Очевидно, как вы можете догадаться из названия убийца гоблинов. Очевидно, что сегодня он будет платить налоги. Ладно, на самом деле он собирается поохотиться на гоблинов, как обычно, но на этот раз он готов выслушать предложения других. Человек-ящерица согласен на все, что угодно, а эльф неохотно, но все равно соглашается пойти, так что их планы на день определены. И гоблин-истребительница отправляется выполнять задание по уничтожению гоблинов. Пока он это делает, жрица замечает, что новички-искатели приключений сплетничают об истребителе гоблинов. Поэтому она просит мисс спутниковую связь послушать, что они говорят. Но это нарушает правила сообщества, и мы ничего не узнаем. Истребительница гоблинов подходит к администратору и спрашивает, есть ли у нее какие-нибудь пожелания к гоблинам, и она с улыбкой отвечает, что да, и достает стопку из них. Он говорит, что также возьмет на себя задания, которые выполняли эти новички, потому что они не смогут с ними справиться. Он указывает ей порядок, в
котором он будет выполнять задание, и пока она оформляет документы, она спрашивает, понадобятся ли убийце гоблинов какие-нибудь зелья. Он швыряет на стол мешок с золотыми монетами и говорит, что ему нужны противоядия от хидала и зелья для восстановления выносливости, по 6 штук каждого. Когда он получает свои зелья, эльф берет 3 из них и бросает убийце гоблинов 3 золотые монеты в качестве оплаты. Он говорит ей, что не было необходимости платить ему за зелья, так как он покупал их для всей команды, но остальные тоже платят за свои и говорят ему, что это не так. Это нормально, когда члены партии вносят свой вклад в закупку припасов. Они начинают маркировать свои бутылки, и тут к ним подходит один новичок, искатель приключений, и спрашивает Человека-ящера, что они делают. Он объясняет, что они маркируют бутылки, чтобы можно было определить, что есть что, даже не глядя на них. Он также предупреждает ее, чтобы она пока держалась подальше от гоблинов и занималась уничтожением крыс. Девочка благодарит его за совет перед уходом, и компания отправляется на охоту на гоблинов. Но когда они уходят, на них натыкается грубый мальчик-волшебник, который, несмотря на то, что именно он стал причиной проблемы, обвиняет их в этом и убегает. Они отмахиваются от этого как от случайного домкрата-универсала и продолжают выполнять свои первые задания за день. И к тому времени они закончили, эльф выдохся, а жрица совершенно выбилась из сил. Человек-ящер просит убийцу гоблинов сообщить гильдии о завершении задания, пока они позаботятся о жрице. Он заходит внутрь и видит, что горит только один свет, и краем глаза замечает, что в комнате что-то движется. Сразу же приняв это за гоблина, он принимает боевую стойку и готов послать еще одного гоблинскому богу. Но это оказывается тот самый грубиян, которого он видел раньше. Он до смерти напуган после того, как проснулся и увидел приставленный к его лицу меч. Шум разбудил секретаршу, которая спала под стойкой, но она категорически отрицает, что спала, так что должно быть она просто я был там просто ради забавы. Она спрашивает, как прошла охота на гоблинов, и он начинает перечислять количество гоблинов, которых он убил, и методы, которые он использовал для убийства их. И ребенок сидит там, понимая, что это и есть та самая качественная информация, о которой говорит убийца гоблинов. Однако, когда он собирается начать делать заметки, убийца гоблинов кричит ему, чтобы он этого не делал. Не похоже, что он пытается защитить свои знания или что-то в этом роде, но если бы гоблины когда-нибудь смогли заполучить эти записи в свои руки, это было бы катастрофой. Когда он собирается уходить, Ли спрашивает ее, кто этот мальчик, и она говорит, что он искатель приключений, который просто зарегистрировался сегодня и, по-видимому, действительно хочет поохотиться на гоблинов в одиночку. Но именно этим он обычно и занимался до того, как встретил свою компанию, поэтому он решил подойти к нему и спросить, есть ли у него место, где можно переночевать. Но судя по тому, что он спал здесь, совершенно очевидно, что это не так. Поэтому убийца гоблинов говорит ему следовать за ним. Убийца гоблинов отвозит его на ферму, где он остановился, где его встречает его друг. Мальчик взволнован тем, что у нее есть надувные игрушки, но убийца гоблинов уже привык к ним. Она спрашивает, кто этот мальчик, и он объясняет, что он искатель приключений, которому негде остановиться на ночь. Она все понимает и не возражает, чтобы он остался здесь, но истребительница гоблинов все равно хочет уточнить у своего дяди. Когда они собираются уходить, мальчик задает вопрос, который нас всех интересовал: истребительница гоблинов и его друг женаты? Она говорит да, но истребительница гоблинов отрицает это. Однако это ее стратегия, и после еще нескольких попыток ты, вероятно, устанешь отрицать это, и бум, теперь ты замужем. Это работает и в реальной жизни, поверь мне, братан. Ее дядя говорит нет на это предложение, потому что он не доверяет новым авантюристам, поскольку они по сути такие же мошенники. Мальчик повышает голос после того, как его сравнивают с мошенником, но обычно вам не следует этого делать, если вы пытаетесь получить от кого-то услугу. Если вы сдадите мальчику комнату, то убийца гоблинов спросит, может ли он оставить мальчика в своей комнате. Дядя спрашивает, готов ли он взять на себя ответственность за все, что произойдет из-за этого мальчика. Но убийца гоблинов ничего подобного не сказал. Он просто позаботится о том, чтобы мальчик ничего не натворил, не ложась спать всю ночь и наблюдая за ним. На следующее утро убийца гоблинов говорит мальчику, что для начала ему следует поохотиться на гневов, но мальчик заявляет, что будет охотиться только на гоблинов. Если это то, что он хочет сделать, то убийца гоблинов не будет пытаться отговорить его от этого и отправиться на встречу с его вечеринка, на которой у жрицы возникли проблемы. Она собирается попросить о повышении в звании, но так как все в отряде имеют более высокий ранг, чем она, гильдия считает, что они ее опекают, и отклоняет ее просьбы. Остальные советуют ей присоединиться к вечеринке, состоящей из людей с таким же рангом, как у нее, и учитывая это, этот мальчик говорит, что будет веселиться вместе с ней, а также насмехается над ней за то, что она, вероятно, описывается от страха и взывает к Богу о помощи всякий раз, когда ей становится трудно быть священником. Что на самом деле и произошло. Но могу поспорить, что его род не приносит ему никакой пользы в вопросах популярности. Рыцарь слышит шум и предлагает мальчику отправиться охотиться на гоблинов, но жрица будет лидером команды в этой экспедиции. Они все отправляются в путь, но с условием, что их поведет убийца гоблинов. Мальчику не терпится начать свой первый квест по уничтожению гоблинов, но убийца гоблинов говорит ему, что им нужно собрать как можно больше информации об активности гоблинов в этом районе. Эльф напоминает ему, что он должен позволить жрице принимать решения здесь, и он соглашается, но говорит, что возьмет командование на себя в случае чрезвычайной ситуации. Она спрашивает мужчину о том, что делали гоблины в этом районе, поэтому он вспоминает испытание, через которое ему пришлось пройти, когда гоблин украл кое-что из его инструментов. Жрица обещает вернуть его инструменты, если они найдут их там, поэтому мужчина предоставляет им карту, показывающую местоположение
расположение дома. Гоблины. Убийца гоблинов узнает, что это мавзолей, и рассказывает, что давным-давно ему сказали никогда не приближаться к нему, потому что это опасно. Жрица спрашивает, каков был состав группы, которая ушла ранее, и он сообщает ей, что это были воин-ящерица и воин-жрец. Она также спрашивает, были ли в группе женщины, и мужчина говорит, что видел, что 2 из них были женщинами. Они начинают разрабатывать стратегию относительно возможных типов гоблинов, потенциально включая хобгоблина и около 30 обычных гоблинов. Эльф берет перерыв, так как в этой части она не особо понадобится, и мальчик задается вопросом, почему они проходят через все эти трудности только для того, чтобы убить несколько гоблинов. Это именно то отношение, которое привело бы его к смерти, если бы он занимался этим в одиночку. Они добираются до гробницы и готовятся отправиться туда по приказу жрицы, но она все еще немного смущена тем, что именно она отдает приказы. Однако, прежде чем они отправятся туда, им нужно замаскировать свой запах, и ты знаешь, что это значит. Тщательно замаскировав свой запах, они начинают расследование, и у убийцы гоблинов такой взгляд. Быстро сработав в команде, я закрываю комнату и начинаю медленно прокладывать им путь через гробницу, в то время как мальчик все еще жалуется, что они слишком долго задерживаются. Они натыкаются на дверь с натянутой вдоль нее веревкой, и каждый может ясно сказать, что это ловушка, все кроме тупицы. Вот человек, который подбегает и открывает дверь только для того, чтобы перед ним упали человеческие останки. Это была одна из наименее опасных ловушек, но его крики определенно насторожили гоблинов в округе, и вскоре они услышали еще больше криков девушки, которая находилась где-то в другом месте гробницы. Мальчик встает на ноги и начинает бежать в указанном направлении, несмотря на неоднократные предупреждения о том, что это ловушка. Он добирается до комнаты, откуда раздавался крик, и находит одну девочку, привязанную к стулу, которую пытает гоблин. Мальчик приходит в ужас от увиденного и стреляет огненным шаром в гоблина, убивая его и позволяя ему попытаться спасти девочку. Однако есть еще одна маленькая незначительная деталь. Это огромная ловушка, в которую вы только что попали, глава 1, и вскоре он окружен дюжинами гоблинов. Когда на него вот-вот нападут, он кричит, что это ловушка, как будто его об этом не предупреждали уже. Несколько раз. Он спасен, когда подоспели остальные. И хотя они тоже хотят спасти девочку, у тебя должен быть хотя бы какой-то план, прежде чем ты попадешь в очевидную ловушку. Эта ситуация считается чрезвычайной, поэтому убийца гоблинов берет командование на себя и приказывает жрице использовать святой свет по его сигналу. Затем они прорываются сквозь толпу гоблинов, неся девушку на стуле, в то время как убийца гоблинов остается разбираться со здоровяком. Он выбегает из комнаты и догоняет эльфа, в то время как они пробираются сквозь толпу отставших на пути к другой группе. Пристус и остальные, отойдя на приличное расстояние, забирают брата, и когда мальчик спрашивает, куда делся убийца гоблинов, Дварф говорит ему, что скоро догонит их. Он дал Пристусу зелье, чтобы вернуть ему немного выносливости, и мальчик осознал, что там в прошлом он кричал как маленькая девочка. Тем временем маленькая девочка гораздо более спокойна, чем он, во многом благодаря своему реальному опыту и тому, что она не попадается в очевидные ловушки. Он собирается извиниться за то, что сказал ей ранее, но внезапно появляется убийца гоблинов, за которым гонится тролль, который все еще находится на огонь. У него есть план, как справиться с этим, и он спрашивает мальчика, может ли он использовать заклинание воды, но тот только он научился использовать огонь. Так что вместо этого он попросит Дварфа использовать дождь, а жрицу — святой свет для осуществления своего плана. Когда тролль приближается, она излучает свет, а Дварф творит магию дождя, брызгая на него водой. А убийца гоблинов использует мешочек с охлаждающими камнями, чтобы заморозить тело тролля. Учитывая его нынешнее состояние, они могут легко уничтожить его и вернуться к тому, что имеет значение. После того, как они успешно завершат геноцид гоблинов, они все возвращаются в гильдию, чтобы отпраздновать это событие. Но мальчик все еще расстроен тем, что ему на самом деле не удалось сделать ни одной важной вещи для гильдии. Вечеринку и доставит им еще больше неприятностей. Эл говорит, что пока ты жив, у тебя всегда будут шансы двигаться вперед, но мальчик так не считает. Над тобой будут смеяться за то, что ты проиграл гоблинам, точно так же, как это сделала его сестра. Убийца гоблинов удивлен, узнав, что у него есть старшая сестра, но это больше похоже на то, что она у него была. Гоблины проткнули ее отравленным кинжалом, и из его описания жрица понимает, что его сестра была волшебницей, погибшей в отряде, к которому она присоединилась первой. Убийца гоблинов уходит, и позже мы видим, как он проявляет самые сильные эмоции, которые мы когда-либо видели. Это вызвано осознанием того, что сестра мальчика-волшебника — та самая девочка, которую он прикончил своим кинжалом, чтобы избавить ее от страданий. Позже мы заглянем в колледж искателей приключений и увидим, как один эльф-воин тренируется под покровом ночи. Ее руки онемели от всех ударов, которые ей приходилось блокировать, но вы не сможете позволить себе роскошь сделать перерыв в настоящем сражении. Так что она не получает, здесь тоже никого нет. С вершины холма мальчик-волшебник и еще один парень наблюдали за происходящим, когда их инструктор ударил их по голове. Он сказал им, чтобы они не отвлекались на девочек во время ее тренировки. Мальчики возразили, что он постоянно пристает к администратору гильдии, в то время как она продолжает игнорировать его сильнее, чем геймеры игнорируют дезодорант. Ему не понравился их бесцеремонный комментарий, и он решил, что их сегодняшняя тренировка будет отмечена. Они очень агрессивны. Тем временем истребительница гоблинов учит двух девочек, как сделать оружие из того, что они могут найти на земле, так что с камнями у вас будет неограниченное количество боеприпасов. И при наличии приличной силы вы сможете сделать это с врагом. Если вы сможете уничтожить хотя бы одного врага, это даст вам достаточно времени, чтобы ваши товарищи по команде могли прийти вам на помощь, если вы разделитесь. Возможно, так оно и есть. Он протягивает им рогатку, чтобы они могли начать тренироваться или бросать, а он сидит и наблюдает за ними. Пока он это делает, к нему подходит женщина-администратор и спрашивает, как дела
дела у студентов. Он не может точно сказать, так как не знает, какого прогресса они должны достичь, что у них не так хорошо получается. Администратор говорит ему, что он должен быть немного более нейтральным, когда говорит о своих учениках, на что он отвечает, что подумает об этом. Подруга убийцы гоблинов и жрица затем приходят с обедом, поэтому он говорит студентам сделать перерыв. Копьеносец подходит к нему и спрашивает, куда делся другой парень, который преподавал вместе с ним. И убийца гоблинов отвечает, что отвел некоторых из них в пещеру для практических занятий опыт. Может показаться немного опасным брать их с собой в пещеру как новичков, но все должно быть в порядке, раз они с ним. Убийца гоблинов спрашивает копьеносца, как продвигается обучение мальчика-волшебника, на что тот отвечает, что у него все в порядке, хотя как копьеносец он не очень хорош. Я недостаточно квалифицирован, чтобы оценить его магию. Позже в тот же день ученики закончили свои тренировки, и мальчик-волшебник не мог не восхититься холмиками на теле эльфийского воина, стоящего рядом с ним. Такими темпами он не протянет и до ноября. Он спрашивает девочку, выучила ли она что-нибудь на уроке, но она не думает, что на самом деле поняла хоть что-то из этого. Может быть, ей стоило продолжить заниматься стрельбой из рогатки с убийцей гоблинов. Мальчик-волшебник говорит, что ты ничему не сможешь научиться у такого парня, как убийца гоблинов, потому что он убивает только гоблинов. Он узколобый, упрямый и непредсказуемый. Однако еще одна девочка там возражает, что он не имеет права обвинять убийцу гоблинов в убийстве гоблинов, когда он не способен на это. О том, чтобы вообще убивать гоблинов. Между ними начало нарастать напряжение, и тут к ним подошла жрица и предложила им пообедать. Они все сели за стол, и жрица спросила их, как продвигается их обучение до сих пор. У них у всех были положительные отзывы, кроме мальчика-волшебника, который ничего не сказал. Позже тем же вечером убийца гоблинов направляется выпить, как он обещал, с копейщиком, и его подруга напоминает ему взять кошелек с деньгами, который она вышила для него, и говорит ему повеселиться. Он идет выпить с ребятами, и все они потом рассказывают о своих детских мечтах. Позже гном дает мальчику-волшебнику урок заклинаний и спрашивает, сколько из них он может использовать. Волшебник говорит, что он может использовать огненный шар только один раз, но гном поправляет его. Он может вызвать огонь, усилить его, а затем метнуть его, это 3, и объединить их все, чтобы получился огненный шар, что дает в общей сложности 4 заклинания, которые он может использовать. Заклинатель не должен ограничиваться только метанием огненных шаров и молний, и это первое, что он умеет делать. Придется научиться. Тем временем остальные обедают, а эльф-воин, сидящий здесь, поглощает хлеб с аппетитом чемпиона. Человек-ящер вспоминает, что он слышал, что эльф-воин, которую мы будем называть Рея для ясности, отправляется на поиски приключений в одиночку. Она объясняет, что ее бывший лидер партии был вторым сыном аристократа, поэтому его отозвали домой после того, как у его отца возникли проблемы со здоровьем. И без него партия просто распалась. В таком случае Человек-ящерица предлагает ей и жрица объединиться для следующего задания, поскольку жрице нужно веселиться с людьми, близкими по рангу к ней, если она хочет доказать, что она достаточно хороша, чтобы подняться в рейтинге. Рея пытается отговорить их от этой идеи, потому что она не настолько сильна, но они настаивают, и в конце концов она соглашается. Позже вечером фермер находит гоблина, прячущегося возле ямы в навозной куче, и убивает его лопатой. Но их оказалось гораздо больше, чем он думал, и он был ошеломлен. Пока убийца гоблинов тренировал учеников, он услышал крики фермера и уже мог сказать, что это был крик гоблина. Ученики в панике, но убийца гоблинов говорит им успокоиться и встать в строй, а воины образуют полукруг вокруг заклинателя. Они делают, как он говорит, и получают информацию о защите, поэтому убийца гоблинов говорит им, что если он не вернется в течение 15 минут, то им понадобится действовать самостоятельно, поскольку это скорее всего означает, что он был убит или по крайней мере ранен и выведен из строя. Они все начинают понимать серьезность ситуации, когда убийца гоблинов отправляется на разведку. Когда он подходит к деревне, он замечает гоблина и вонзает свой меч ему в голову, прежде чем тот успеет предупредить других гоблинов в округе. Эта сцена напоминает ему о том, что гоблины сделали с его деревней, и он не собирается позволять чему-то подобному повториться. Как раз в этот момент к нему подбегает жрица и приходит в ужас от вида мертвых тел перед ее глазами. Она садится за стол, чтобы помолиться за упокой души, и как только она заканчивает, убийца гоблинов спрашивает, может ли она использовать какие-либо заклинания. Она подтверждает, что ей удалось немного отдохнуть раньше, так что она снова может использовать 3 полных заклинания. В таком случае он просит ее пойти с ним, потому что он собирается уничтожить всех гоблинов, которые вторглись в деревню. Они встречаются с другими искателями приключений, которые обучали студентов, и к счастью, большинство студентов уже разошлись по домам до наступления темноты. Убийца гоблинов говорит воину, что студенты, за которых он отвечает, находятся в защитном строю в зале, поэтому им нужно передать им сообщение, чтобы они знали, какова ситуация. Элли вызвалась добровольно передать им это послание, так как она самая быстрая из них. Задача остается за ней, и она бросается бежать, в то время как остальные начинают планировать свою стратегию борьбы с гоблинами. Истребительница гоблинов считает, что их ведет другой гоблин, и учитывая то, что они сделали до сих пор, это скорее всего работа гоблинского шамана. Учитывая, сколько их здесь, маловероятно,
маловероятно, что они появляются только из одной дыры. Скорее всего, их много в разных направлениях, так что отследить базу можно по одной из них, поскольку все они связаны с одним и тем же местом. Поэтому они решают спуститься в одну дыру, чтобы найти базу гоблина, но им все равно нужно подумать о том, что делать с остальной частью базы. Студенты, которые все еще здесь. Но в конце концов он решает просто взять их с собой. Жрица выглядит обеспокоенной, у нее что-то на уме, поэтому они спрашивают, о чем она думает. Она спрашивает, действительно ли с другими учениками, которые уже ушли, все будет в порядке, поскольку она считает, что гоблины также будут нацелены на них. Гоблины — трусливые существа и никогда не нападут на место, где, как они знают, много сильных искателей приключений. Они с гораздо большей вероятностью нападут на место, где есть слабые парни, а это значит, что они не являются главной целью. У жрицы есть предложение, как решить проблему. Она могла бы пойти в группу и присоединиться к ним, чтобы оказать поддержку. Хотя они и новички, с небольшой помощью они все смогут постоять за себя. Они все согласны с этой идеей и говорят, что для нее это может стать хорошей возможностью наконец-то показать гильдии, что она может постоять за себя в опасной ситуации. Тем временем студенты-искатели приключений, которые покидали тренировочные площадки, прогуливались вместе, когда на одну девушку сзади внезапно напали. И как будто когда тараканы попадают в пятно от кетчупа на кухонном столе, гоблины собираются вокруг нее и начинают наносить увечья. Группа слышит отчаянные крики девочки, и им удается оттащить гоблина от нее, но там, откуда они пришли, их гораздо больше. Вернувшись в группу убийцы гоблинов, эльф вернулся и расстроен тем, что убийца гоблинов позволил Приусу сделать что-то опасное в одиночку, но он верит, она смогла бы справиться с этим. И не похоже, что беспокойство по этому поводу сейчас как-то поможет ей, так что им следует просто сосредоточиться на том, чтобы не дать гоблинам выбраться на поверхность. Сверхвысокочастотный слух эльфа улавливает звуки, издаваемые гоблинами поблизости, и две группы гоблинов прорываются сквозь стены, чтобы напасть на них. Но они были готовы к этому и отлично отразили засаду и убили всех гоблинов, которые напали. После окончания битвы убийца гоблинов спрашивает, есть ли у заклинателей еще заклинания, которые они могут использовать, потому что у него есть план для гоблинов. Ученики, которые были с воином, столкнулись с хобгоблином. Но пока он там, им не грозит никакая реальная опасность. Но я не могу сказать того же о тех, кто уже ушел. За ними гонятся гоблины, и этот чувак снимает свой шлем буквально на секунду, и ему тут же проламывают голову. Группа загнана в угол гоблинами с камнями на деревьях, и они начинают чувствовать себя безнадежно. Но им все еще немного везет, потому что жрица и ее команда прибыли, чтобы спасти их. Они начинают лечить раненых и защищать их от орды гоблинов, но им оказывается нелегко с этим справиться. Мальчик-волшебник размышляет о том, что ему нужно сделать, так как он не может оставить все как есть, иначе все будут побеждены и утащены гоблинами. И мы уже знаем об ужасах, которые происходят в пещере гоблинов. Его огненный шар определенно убил бы гоблинов, но они слишком разбросаны, чтобы он мог достать их всех одновременно. Он помнит, что гном говорил ему о полезности использования частей заклинаний, а также всего заклинания целиком. Так что мальчик-волшебник имеет представление о том, что именно нужно делать. Что нужно сделать? Он говорит всем заткнуть уши и произнести заклинание, которое переводится как усиливать, усиливать, усиливать. Он кричит в свою волшебную палочку, и от этого звука у гоблинов начинает кровоточить в ушах. Они теряют сознание и убегают. Мальчик-волшебник видит, как гоблины пытаются убежать, и злится, потому что они пытаются убежать после того, как причинили столько смертей и разрушений. Но он не похож на убийцу гоблинов, и сегодняшняя миссия состоит не в том, чтобы убить всех гоблинов. Между тем, миссия убийцы гоблинов всегда заключается в том, чтобы убивать гоблинов, и именно этим он сейчас и занимается, приводя свой план в действие. Он заставляет людей-ящеров пугать гоблинов и оттеснять их назад, в то время как дварф использует магию, чтобы заставить герметик прогнуться, позволяя воде проникнуть в помещение. Озеро над ними хлынет внутрь и затопит пещеру, убив всех гоблинов под землей. Позже жрица вступит в гильдию, где она наконец получит повышение до ранга сталь. А за ее пределами мальчик-волшебник поговорит с убийцей гоблинов после того, как он значительно улучшит своего персонажа. Так что он планирует путешествовать по миру и совершенствовать свои навыки настолько, насколько это возможно. Он говорит, что многому у него научился, но ему по-прежнему не нравится, как он все делает, так что он будет немного другим. Вместо этого мы попробуем убивать драконов. Он планирует пойти один, но появляется Рея и говорит, что пойдет с ним. Он протестует, но она настойчива в своих приставаниях и в конце концов заставляет его уступить. На следующий день приходит дневная почта с такими вещами, как ордер на налоговое мошенничество и письмо от сестры этого парня, в котором говорится, что у нее теперь есть ребенок. И он очень рад его видеть, когда он возвращается живым из своего путешествия. Ну что же, теперь мы знаем, что сегодня он живым не вернется. А потом появляется эльф, которая просматривает свое письмо и говорит: ну что же, я думаю, пришло время пожениться. Остальные шокированы неожиданной новостью и спрашивают, за кого она выходит замуж. Она говорит, что это ее двоюродный брат. Ситуация в Алабаме обостряется. Она никогда бы не подумала, что он из тех, кто делает предложение, ведь он всегда был таким упрямым. Он действительно сделал это. Жрица спрашивает, проводят ли эльфы свадьбы также и сможет ли она присутствовать на них, на что эльф отвечает, что конечно, и они всегда рады, так как это свадьба дочери вождя. Человек-ящер поздравляет ее и говорит, что ему грустно видеть, как она покидает вечеринку, но она говорит, что не понимает, почему он решил, что она уходит. Обычно муж не хотел бы, чтобы его жена подвергалась опасности быть убитой, поэтому он предполагает, что ей придется уйти на пенсию, но она уточняет, что та, кто выходит замуж, это ее старшая сестра. Несмотря ни на что, жрица все еще хочет пойти, но истребительница гоблинов не решается пойти,
потому что все еще есть гоблины, которых нужно убить. Однако она не воспринимает это как оправдание, поэтому она идет к администратору, чтобы попросить других людей выполнить задание гоблинов, пока его нет. Администратор думает, что было бы здорово, если бы убийца гоблинов хоть раз взял отпуск, так как они действительно не должны позволять ему выполнять все эти задания. Квесты в одиночестве на первом месте, но ее коллега подходит и говорит, что ее предложение также никогда не прерывается и заставляет ее присутствовать на свадьбе. Однако, прежде чем они уйдут, она просит убийцу гоблинов выполнить 3 задания для гоблинов, чтобы уменьшить количество невыполненных заданий, которые они получат, когда он вернется. Они направляются в церковь, захваченную гоблинами, и спасают монахинь, которые были заключены там в тюрьму и подвергались пыткам, однако некоторые из них не выжили. Они осматривают разрушенную церковь, чтобы найти что-нибудь, что гоблины еще не разрушили, и гном находит несколько каменных плит с надписями на них, хотя некоторые из них не выжили. Они не в состоянии это прочесть. Убийца гоблинов возвращается домой на целый день, и его встречает его друг, который рад видеть, что он не пострадал. Он рассказывает ей о свадьбе и о том, что она тоже приглашена, если захочет прийти, но ей придется поговорить со своим дядей, прежде чем она сможет это сделать. Иди. Когда они заходят внутрь, она спрашивает, думал ли когда-нибудь убийца гоблинов о женитьбе, на что она отвечает, что он не уверен. Затем она спрашивает, что бы он сделал, если бы она сказала ему, что он обещал жениться на ней, когда они были еще детьми. Она признает, что они никогда не давали этого обещания, но она определенно хотела бы, чтобы они это сделали. По дороге на свадьбу их попросили отвезти ту каменную плиту, которую они нашли в храме, так что после прибытия девочки планируют пройтись по магазинам. И убийца гоблинов отправляется доставить ее. Он встречает архиепископа, с которым уже встречался раньше, и очень благодарен ему за предыдущую помощь в уничтожении здешних гоблинов. У нее явно есть к нему чувства, но поскольку гоблины здесь ни при чем, ее интерес минимален. Он показывает ей каменную плиту, которую она читает, и говорит, что она связана с какой-то древней магией, но поскольку это опять-таки не имеет отношения к гоблинам, у него нет никакого интереса. Он поворачивается, чтобы уйти, к большому разочарованию архиепископа, так как она надеялась провести с ним некоторое время. Но поскольку он уезжает, она предупреждает его, чтобы он был осторожен, путешествуя по реке, потому что там было несколько сообщений о затонувших кораблях. На следующий день они садятся на плот и плывут вниз по реке на свадьбу. И чтобы быть готовым к тому, что кто-то может напасть на них под водой, убийца гоблинов постоянно занят изготовлением копий. Когда они спускаются в ущелье, они понимают, что кто-то приближается к ним, вероятно, со стороны утеса, и готовятся к битве, когда в них бросают несколько камней. Когда камни падают на них, угрожая раздавить их лодку, жрица использует свой защитный барьер. На данный момент она способна блокировать валуны гоблинов, поэтому она думает, что все будет хорошо, если все ограничится этим. Но потом гоблины начинают пускать стрелы, так что да, им крышка. Элли стреляет в них в ответ и умудряется убить одного из гоблинов, которые ехали верхом на волке, заставляя его упасть обратно. Истребительница гоблинов вытаскивает стрелу из головы волка и говорит ей немного повредить свои стрелы перед выстрелом, чтобы гоблины не могли использовать их в качестве оружия. Боеприпасы. Тем временем он хватает свое копье и просто начинает забрасывать их в гору, не обращая внимания на гоблинов. Дварф использует немного магии, чтобы вызвать духа воды, который поможет им двигаться быстрее, но он не прошел проверку на вибрацию духа воды, так что этого не произойдет. Это оказало бы им большую помощь. Истребителю гоблинов не нравится, как развиваются события, потому что, если ты не знаешь, сколько всего гоблинов, ты не сможешь быть уверен, что убил их всех. Но в подобной ситуации Человек-ящер спрашивает, можно ли просто попытаться выжить и покинуть город. Гоблинов оставим на потом. Истребителю гоблинов, конечно, не нравится этот план, потому что он предполагает убийство меньшего количества гоблинов. Но он также знает, что ему нужно выжить, чтобы убить больше гоблины, поэтому он неохотно согласился сосредоточиться на выживании, одновременно защищая девочек. Он спрашивает жрицу, как держится барьер, и, честно говоря, выглядит он не очень хорошо. Но, по крайней мере, он должен продержаться достаточно долго, чтобы они смогли выбраться из ущелья. Однако гоблины оказались слишком умными и научились создавать плотины, чтобы заманивать людей в ловушку и заставлять лодки тонуть. Дварф снова пытается использовать духа воды, и на этот раз ему удается пройти проверку на вибрацию, так что лодка не тонет. Но им все равно приходится иметь дело, учитывая тот факт, что на них нападают гоблины. Жрица собирается использовать свое последнее заклинание, чтобы создать еще один барьер, но тут она осознает, что у нее большой мозг. Эта плотина буквально сделана из дерьма, поэтому она предполагает, что если она применит к ней очистку, то она сочтет, что этот беспорядок не стоит того, чтобы его убирать, и просто избавиться от него. Именно это и произошло. Теперь, когда дыба может двигаться, Человек-ящер выпячивает грудь и издает леденящий душу вопль, от которого гоблины падают в воду, выигрывая время для побега. Они добрались до низовьев реки, и учитывая, что теперь они в безопасности, а некоторые из них, возможно, наложили в штаны там, ты понимаешь, что это значит. Скоро начнутся съемки пляжных серий. И учитывая все это, можно сказать, что и девушка с фермы, и администратор находятся на территории Дабл Ди. Хотя Альф отличник, все они спрашивают истребителя гоблинов, что он думает об их нарядах, но он не культурный человек, поэтому он просто говорит, что они выглядят нормально. Он спрашивает их, не могут ли они пойти наловить рыбы в реке на обед, пока он разбивает лагерь, и они все идут именно этим и занимаются. Однако эльф единственная, кто выполняет какую-либо реальную работу, потому что ее охотничьи навыки – это плюс, как и размер ее груди. Фермерша признается, что всегда мечтала о том, чтобы истребительница гоблинов покрыла ее слизью, но смущается, когда администратор начинает дразнить ее. Тем временем истребительница гоблинов и ребята заняты разбивкой лагеря, когда Человек-ящер спрашивает, не слишком ли опасно оставлять девочек развлекаться одних у бассейна. Ривер, но так как эльф собирается на свадьбу своей сестры, он хочет, чтобы она хотя бы немного расслабилась, так что если что-то случится, он защитит их. А позже, тем же вечером, они все вместе садятся ужинать. Жрица
спрашивает, приблизились ли они к деревне эльфов, и похоже, они находятся прямо на границе леса и деревни, так что они должны прибыть в любой момент. На следующее утро мы видим, что убийца гоблинов всю ночь стоял на страже, а когда наступает утро, эльф приставляет меч к его горлу. Хотя ему это не очень угрожает, он просто говорит: «О, это эльф». Эльф заметил, что у него с собой меч, а также еще 2 искателя приключений, поэтому он предположил, что должно быть это он вчера сражался с гоблинами. Он рассказал им, что он и его подросток нашли оставшихся гоблинов и убили их, и он нашел стрелы, которые выглядят очень похожими на те, которыми пользуются эльфы. Они выглядят так, как будто принадлежат кому-то, кого он ищет, но он уверен, что она никогда бы не использовала стрелы с таким уроном, поэтому он предположил, что они принадлежат кому-то, кого он ищет. Что-то с ней сделал. Судя по тому, как Хави говорит все это высокопарно, они догадываются, что это должно быть брат-эльф, о котором она говорила вчера. Они вспоминают смущающие истории, которые эльф рассказала им вчера, и он взволнован тем, что они знают о его нервозной фазе, но продолжает спрашивать о местонахождении эльф. Убийца гоблинов указывает ему на палатку, куда он сразу же бросается и находит свою сестру, а также 3 других человеческих девушек, которые стесняются, что их видят в нижнем белье. После того, как вся эта неразбериха будет улажена, эльф и его брат поведут группу в деревню эльфов. Ее брат извиняется за то, что так скоро позвал ее обратно в деревню, но она говорит, что все в порядке, так как это все равно из-за свадьбы. Человек-ящерица восхищается красотой окружающего леса, поэтому брат эльфийки немного объясняет ей об этом. Лес растет со времен эры богов, и хотя смертные могут входить в него, они обычно никогда не покидают его, потому что теряются здесь. Тем не менее, он так много слышал об убийце гоблинов, но он и представить себе не мог, что станет кем-то вроде него. У убийцы гоблинов нет своего мнения о том, что люди думают о нем, поэтому он переходит к более важным вопросам, например, почему гоблины так себя ведут. Он говорит ему, что это часто происходит с тех пор, как в последнее время стало теплее, а недавно означает более 10 лет назад. Прошло 10 лет, а эльфы ничего не предприняли для решения проблемы гоблинов. Жрица предположила, что они просто не слишком заботятся о гоблинах, но это не так. Просто за 1000 лет своей жизни они повидали немало дерьма, так что гоблины занимают довольно низкое место в рейтинге. Их список дел. Они были рядом во время битвы богов, когда в этом мире сражались все виды могущественных существ, а Тракун работал сверхурочно. Так что для них гоблины сейчас наименьшая из забот. Например, брат эльфа сказал им, что тот, кто останавливает воду, в последнее время все ближе подбирается к их деревне. Истребитель гоблинов спрашивает, что это за штука, и ему сообщают, что это древнее существо, которое их предупреждали никогда не злить. Они направляются в деревню эльфов, пораженные прекрасным зрелищем, открывшимся их глазам. Поэтому эльф приглашает их в свой дом. Они садятся отдохнуть, и ее брат говорит им, что для гостей приготовлены ванны и немного еды, и спрашивает, что они хотят делать. Убийца гоблинов хочет распаковать свои вещи на случай нападения гоблинов, а эльф хочет остаться на случай, если вернется ее сестра. Так что остальные решили пойти принять ванну и перекусить, в то время как эльф и убийца гоблинов останутся здесь. Эльф роется в своих сумках, в то время как убийца гоблинов занят изготовлением оружия на случай, если ему когда-нибудь придется столкнуться с таким монстром, как чемпион гоблинов, с которым ему приходилось сражаться ранее. Эльфийка начала играть с оружием, но вскоре после этого ее сестра зашла за ней и поприветствовала убийцу гоблинов. Она много слышала о нем из песен, в которых восхвалялась его честь. Но она говорит, что он выглядит даже лучше, чем они описывали. Но на нем полный комплект доспехов, так что она просто все выдумывает. Она спрашивает, не доставляла ли ему эльф каких-либо неприятностей, но он отрицает это и говорит, что она очень помогла ему в охоте на гоблинов. Затем он замечает одну эльфийку в углу комнаты и узнает в ней одного из людей, которых он спас из гнезда гоблинов. Поэтому он подходит к ней и говорит, что успешно убил всех гоблинов, которые жили в этом гнезде, чтобы немного утешить ее. Позже сестра эльфа вспоминает, как убийца гоблинов спас многих эльфов от гоблинов, и эльф вмешивается, говоря, что это был не только он, и что она также помогла освободить они. Подводя к тому, что пыталась донести ее сестра, она не хочет, чтобы эльф продолжала заниматься приключениями, потому что это невероятно опасно. И даже не так хорошо оплачивает всю ту опасность, которой вы подвергаетесь. Так почему же она продолжает это делать? Есть еще тот факт, что в песнях, которые она слышала, убийца гоблинов звучит как герой, но по ее мнению он не очень-то похож на героя. Поэтому она задается вопросом, почему эльф продолжает крутиться вокруг такого парня. На самом деле у эльф нет четкого ответа на этот вопрос, но все сводится к тому, что она не хочет покидать вздох убийцы гоблинов, потому что ей действительно нравится быть рядом с ним. И она хотела бы провести рядом с ним всю свою жизнь. Она заставила свою сестру сопоставить факты и понять, что она, возможно, неравнодушна к убийце гоблинов. Однако об этом мы поговорим в другой раз, потому что на деревню внезапно кто-то напал. Эльф говорит своей сестре, чтобы она возвращалась в дом и тянется за своим луком, но та остается внутри. К счастью, убийца гоблинов бросает ей лук и уводит сестру эльф в безопасное место, чтобы они могли справиться с монстром, который пробирается в деревню. Услышав шум, остальные члены команды вышли, чтобы присоединиться к нему. Им сообщили о ситуации, связанной с разъяренным монстром, и у эльфов, похоже, возникли небольшие проблемы с его уничтожением, потому что они не могут просто пристрелить его. Это чудовище – ценная часть их леса, поэтому они не решаются попытаться убить его. В таком случае жрица предлагает им попытаться заставить его вернуться в лес, чтобы оно не разрушило деревню эльфов, и им не пришлось его убивать. Убийца гоблинов обращает всеобщее внимание на свою спину
спину, и все видят гоблина, сидящего верхом на спине существа, хотя, похоже, он не очень-то контролирует его. Если они хотят остановить буйство, им придется уничтожить гоблина первого. Но даже в этом случае нет гарантии, что существо остановится после того, как гоблин будет убит. Но это не остановит убийцу гоблинов. Он начинает разрабатывать план, и все они готовят свое снаряжение, чтобы начать атаку. Пока гоблин продолжает воспроизводить грохот в деревне эльфов, эльф взбирается на дерево и сбивает его со спины монстра, как будто у нее есть прицельный робот Габи. Затем гоблин становится жертвой своих собственных действий и оказывается раздавленным под ногами того же монстра, которым он управлял. Однако, несмотря на то, что монстр был спешен, он все еще не прекратил своего движения. Монстр продолжает двигаться в сторону деревни, однако план учитывал это, так как люди-ящеры кричат, выпуская звуковую волну, которая останавливает его на полпути. И пока он ошеломлен, Дварф накладывает на него заклинание пьяного сна, оставляя его широко открытым для убийцы гоблинов, чтобы ослепить его пылью. Теперь, когда он ослаблен и ничего не видит, убийца гоблинов берет моток веревки и привязывает его. Они остановили буйство, но жрице все еще нужно что-то сделать, поэтому она убегает в сопровождении гнома за поддержкой. Убийца гоблинов отправляется убедиться, что гоблин действительно мертв. И да, по-моему, он выглядит довольно мертвым. Двоюродный брат эльфа спрашивает убийцу гоблинов, где он научился такому старому методу отлова крупных животных, но все, что он может сказать, это то, что его отец когда-то был охотником. Позже той же ночью эльф сидела на дереве и развлекалась с птицей, когда ее сестра вышла и читала ее за то, что она так поздно забралась на грязное дерево. Эльф возражает, что ее сестре, вероятно, следовало бы прямо сейчас присутствовать на собрании по поводу того, что только что произошло с деревней, но она пропускает его. Эльф хотела остаться здесь со своими друзьями еще на некоторое время, но ее сестра напоминает ей о том, что человеческие жизни очень коротки по сравнению с ее собственной. Так что бы она ни делала, она неизбежно станет свидетелем того, как они умрут от старости. Она болезненно осознает это, но именно поэтому она хочет провести оставшееся в их жизни время рядом с ними. Ее сестра видит, что ей не удастся убедить эльф прекратить тусоваться с искателями приключений, но она просит ее хотя бы сделать уверен, что она вернется домой целой и невредимой. Вернувшись на собрание, которое только что проходило, Дварф начал разливать алкоголь, чтобы превратить это в мальчишник для жениха, но жених протестует, потому что это должно быть серьезное собрание. Убийца гоблинов все равно собирается уходить, потому что в этом лесу есть гоблины, и он никогда не смог бы оставить гоблинов в живых, если бы у него была возможность пойти убить их. Гнездо гоблинов расположено в глубине леса, так что путь туда может оказаться слишком трудным для него. Священники должны иметь возможность пересечь реку, оставляя им единственный другой выход – это вода. Но если мы снова отправимся на эту реку, то по сути просто попросим гоблинов потопить их плоты. Они пытаются придумать стратегию самозащиты, но лучшее, что может сделать для них гном, это вызвать духа ветра, который защитит их от нападений гоблинов. Но он тоже не в ладах с этими духами, так что заручиться их сотрудничеством может оказаться непросто. Двоюродный брат Элла говорит, что мог бы сделать это для них, так как он действительно хорошо ладит с духами ветра. Но он все еще не может до конца поверить, что у гоблинов хватит смелости сделать это. Свить гнездо так близко к эльфийской деревне. Обычно они никогда бы так не поступили, но хотя гоблины и глупы, они не совсем глупы. Они способны понять, что эльфы считаются их врагами. Так что, хотя они и не очень продвинуты, они, вероятно, думают, давайте нападем на этих тупых эльфов. Поэтому они построили свои гнезда рядом с деревней эльфов, чтобы начать отбирать у них инструменты и оружие. Затем они начали похищать людей и в конечном итоге привели к тотальному нападению гоблинов. Учитывая, как медленно эльфы реагируют на происходящее, ситуация с гоблинами могла выйти из-под контроля еще до того, как они это осознали. Теперь, когда серьезный разговор окончен, они начинают пить, и двоюродный брат эльф первым теряет сознание. Вернувшись к епископу, она просмотрела древний текст, который принес ей убийца гоблинов, и она думает, что информация, содержащаяся здесь, очень помогла бы убийце гоблинов. А это значит, что она могу быть ему полезен. Но ему, скорее всего, это не будет интересно, потому что там нет слова гоблин. Она просит свою служанку принести ей ручку и бумагу, и та выглядит раздраженной, думая, что она собирается написать еще одно любовное письмо убийце гоблинов. Епископ волнуется, но говорит, что письмо адресовано лорду и главе эльфов. Даже она может сказать, когда происходят серьезные события, так что со следующим любовным письмом убийце гоблинов придется подождать. Есть еще один враг, который предпринимает шаги, чтобы уничтожить мир, и если она хочет позволить убийце гоблинов спасти людей от гоблинов, ей придется спасти мир от гоблинов. Первый в мире. Когда убийца гоблинов уже собирался уходить, чтобы начать свою охоту, к нему пришла девушка с фермы, чтобы проведать его. Он сказал ей, что гнездо гоблинов, скорее всего, находится выше по течению, так что это место было бы обречено, если бы гоблину пришла в голову идея отравить реку. Когда он уходил, секретарша вышла из своего убежища, и хотя она тоже хотела его проводить, она не хотела, он хочет, чтобы он увидел ее, пока на ней нет никакой косметики. Девочка с фермы понимает, что она имеет в виду, но в то же время он рискует своей жизнью,
Так что, несмотря на то, что у него хороший послужной список, все еще возможно, что они видят его в последний раз. Убийца гоблинов добирается до реки и встречает двоюродного брата эльфа, который благодарит его за то, что он призвал духов помочь им. Двоюродный брат эльфа говорит, что ему не за что благодарить его, но если он действительно хочет выразить свою благодарность, то он должен позаботиться об эльфе там снаружи. Он также дает ему эликсир, который поможет, если он когда-нибудь понадобится. Убийца гоблинов берет на себя задачу присматривать за эльфом и просит его позаботиться о девочках, если он не вернется живым. Двоюродный брат эльфа также упоминает, что эльфийский старейшина получил сообщение от архиепископа, но он не знает, о чем оно было и что они хотели сказать. Что они собираются делать после того, как получат это. Он все еще неопытен как высший эльф, так что это не в его власти. Прежде чем убийца гоблинов уйдет, он предупреждает двоюродного брата эльфа быть осторожным в речной воде, а также заставляет его сказать убийце гоблинов, что ему тоже нужно быть осторожным, поскольку место, где он находится в опасности. Прямо сейчас он направляется за пределы темноты леса, и поразмыслив, он спрашивает, можно ли ему взять еще одну лодку. Лодка плывет вниз по реке, когда группа гоблинов замечает ее и начинает осыпать стрелами и камнями, по сути загружая в нее весь свой арсенал. Но пока они празднуют победу, убийца гоблинов подкрадывается сзади к одному из них и перерезает ему горло. Первая лодка была приманкой, чтобы привлечь внимание гоблина, в то время как на второй лодке была команда. Судя по тому, что гоблины гораздо менее скоординированы, чем обычно, это скорее случайная встреча, чем настоящая засада. Но это ничего не меняет, поскольку убийца гоблинов все равно позаботится о том, чтобы никто из них не дожил до конца дня. Они спешат покончить с этой группой гоблинов до того, как рассеется туман, и двинуться дальше к гнезду гоблинов. Как только они попадают на территорию гоблинов, они обнаруживают, что это место завалено десятками трупов, и от этого их тошнит. Они не могут позволить им продолжать вести себя подобным образом, поэтому той же ночью они начинают рейд. Убив одного из гоблинов, они понимают, что оружие, похоже, слишком хорошее для гоблина, так что, скорее всего, оно было украдено. Они находят ключ под камнем, но когда они пытаются открыть замок, он не работает, поэтому они отдают его к мастеру по вскрытию замков. Она довольно быстро открывает замок, и они вместе заходят внутрь. Стены здесь довольно толстые, так что им не придется беспокоиться о том, что гоблины могут незаметно напасть на них через стены, но у них есть еще одна проблема, с которой нужно разобраться. Гоблинам удается оседлать этого огромного монстра, а это значит, что одному из них удалось немного приручить его. И всякий раз, когда гоблин, который будет способен сделать что-то подобное, безусловно вызывает серьезную озабоченность. Они отваживаются проникнуть глубже в логово и находят доказательства того, что гоблин на самом деле намеревался отравить реку. Они открывают дверь и видят нечто ужасное. Столб для пыток, на котором избивали и убивали эльфов, а затем позволяли крови стекать в реку. Я думаю, эльфы пили воду, содержащую кровь их павших товарищей. Они делают для трупов все, что в их силах, и обеспечивают надлежащее погребение, но это начинает сказываться на психическом состоянии жрицы. После перерыва товарищи по команде снова начинают двигаться и говорят о том, что тот, кто приручил этого монстра, скорее всего, был заклинателем гоблинов. Так что если ты собираешься, нужно быть начеку из-за этого. Чтобы двигаться вперед, им приходится совершать несколько опасных прыжков, чтобы продолжить путь через логово, и убийца гоблинов чуть не падает из-за одного из этих прыжков. Эльф спрашивает, почему древние люди, которые построили это место, не додумались сделать для него лифт. Но на самом деле они это сделали. Один из них был прямо рядом с ними. После осмотра оказалось, что он способен двигаться после стольких лет, но как заставить его работать, это совсем другой вопрос. Они заметили клавиатуру рядом с машиной и поняли, что для ее перемещения требуется какой-то код. Жрица понимает, что на ключах, которые они нашли снаружи, написаны цифры, соответствующие цифрам на клавиатуре, поэтому они вводят их, и двери лифта открываются. Все еще существует опасность, что в лифте есть ловушки, поскольку если механизм достаточно прост, гоблины могут попасть в лифт, чтобы возиться с этим. Но это их не остановит, и они двинутся вперед, чтобы победить гоблинов. Находясь в лифте, эльф извиняется перед группой, так как она пригласила их сюда на свадьбу своей сестры. Но сейчас они находятся под землей, отправляясь на очередную миссию по уничтожению гоблинов. Но для них это не имеет большого значения, так как их друзья нуждались в помощи, поэтому, конечно, они предложили бы свою помощь в этом вопросе. И не похоже, что Гоблин Слеер когда-либо собирался игнорировать присутствие гоблинов в первую очередь. Она очень счастлива, что у нее есть такие хорошие друзья, даже если они могут быть немного странными, но она уверена, что никогда их не забудет, пока жива. Когда с этим полезным моментом покончено, она говорит им, что только что услышала несколько гоблинов дальше по тропинке, и их было много. Так что они выстраиваются в строй и готовятся к нападению гоблинов, которое обязательно последует. Как только они доберутся до конца лифта, они услышат, как заклинатель гоблинов произносит речь перед армией гоблинов, которая находится в его распоряжении. И команда готовится атаковать их, как только они откроют дверь. Первоочередная задача — уничтожить заклинателя первого, потому что это может быть довольно проблематично, если его не контролировать в течение длительного периода времени. Он говорит им пока не использовать никаких заклинаний, только чудеса, и открывает дверь, начиная атаку гоблинов, которая их ждет. Они начинают резню, и пока эльф стреляет по орде, она сообщает остальным, что нашла заклинателя гоблинов, так что гоблин может начать резню. Истребительница спрашивает ее, может ли она подстрелить его прямо отсюда. Жрица запачкала руки в драке, и сейчас она выглядит довольно суровой. Она использует священный свет, чтобы дезориентировать гоблинов и выиграть шанс альфа ударить гоблина-заклинателя, но должно быть, она потеряла прицельного бота, потому что ей удалось ударить его только по руке. Затем заклинатель гоблинов в отместку накладывает статусный дебаф, и все движения сильно замедляются. Это ставит их в крайне невыгодное положение по отношению к гоблинам и приводит к тому, что гоблины избивают и
насилуют их. Единственная, кто все еще может ясно мыслить, это Приусис, и она с таким же успехом может быть Мф, учитывая, как сильно она одержала победу в этой битве. Она понимает, что это заклинание, вероятно, считается нечистотой, поэтому она начинает использовать свое очищающее заклинание, позволяя команде восстановиться. Но так случилось, что заклинатель гоблинов был настолько отвратителен, что Бог счел все его существование нечистотой, и в результате оно было очищено. Но это привело к его смерти, что означает, что жрица непреднамеренно забрала жизнь в первый раз. Истребительница гоблинов, которая теперь снова может двигаться, поздравляет ее с хорошо выполненной работой, потому что она только что спасла всю команду. Затем он выпивает эликсир, который дал ему двоюродный брат эльфа, чтобы залечить его раны, и отправляется спасать эльфа, который был тяжело ранен. После того, как он позаботился о гоблинах, которые напали на нее, он дает ей зелье здоровья, чтобы она восстановилась, и бросает меч Дварфу, чтобы тот дал отпор. Затем они перегруппировываются, и убийца гоблинов заверяет жрицу, что то, что она сделала, было хорошим поступком, так что она не должна чувствовать себя виноватой из-за этого. Теперь, когда заклинатели позаботились, они все бросаются вперед. Они продолжают бежать до тех пор, пока не оказываются загнанными в угол на вершине одной из крепостных стен, и поскольку им больше некуда идти, они прыгают с края. И Дварф произносит заклинание, которое замедляет их падение. Они приземляются на землю и радуются, что вовремя выбрались оттуда целыми и невредимыми. На крепостной стене заклинатель гоблинов умудряется прийти в себя и начинает кричать, чтобы вернуть контроль над своими гоблинами. Но затем он замечает грохочущий звук, доносящийся из лифта, и прежде чем он успевает ответить или произнесешь какое-нибудь заклинание, и он вместе со всей армией гоблинов будет сметен внезапным наводнением. Эльф спрашивает, действительно ли можно было так поступить, а убийца гоблинов утверждает, что здание крепкое, так что воды будет недостаточно, чтобы нанести ему какой-либо существенный ущерб. Однако она была больше обеспокоена тем, что отравленной воде было позволено течь в таком большом количестве. Это не похоже на проблему, с которой он может справиться, так что ему просто нужно предупредить эльфов о ситуации, чтобы они могли справиться с ней сами. На данный момент им нужно присутствовать на свадьбе. Дварф в шутку спрашивает, не думала ли эльфийка в последнее время о женитьбе. Но она не планирует этого делать еще 1000 лет, хотя с другой стороны для нее это может быть немного поздновато. Человек-ящер присоединяется к веселью и спрашивает эльф, не согласится ли она стать его взяткой, но мы должны посмотреть, что произойдет в следующую 1000 лет. В другом месте мира происходит другая битва, гораздо более масштабная, поскольку герой действует в соответствии с посланием архиепископа. Отправлено. В тексте упоминается, что кто-то открывает врата ада, и хотя на данный момент они запечатаны, в конечном итоге они откроются снова, если ничего не предпринять. Так что они здесь для того, чтобы что-то с этим сделать. Вернемся к более обычным событиям. Свадьба наконец-то состоялась, и счастливая пара произнесла свои клятвы друг другу, скрепив свой брак стрелой, выпущенной как единое целое. Вечеринка продолжается, и все расходятся по своим делам. Истребительница гоблинов спрашивает, не стоит ли эльф подняться вместе с остальными, раз уж ее так долго не было. Она говорит, что все в порядке, потому что, несмотря на то, что она отсутствовала больше года по эльфийскому времени, это было больше похоже на то, что она отсутствовала 2 дня. Так что было не так уж много, пора им начать скучать по ней. Эльф и остальные девочки в конце концов выходят вперед, где невеста собирается бросить букет, и согласно традиции тот, кто поймает его, выходит замуж следующим. Так что, несмотря на то, что все девочки очень хотели стать теми, кто поймает это, мы не знаем, кто же на самом деле это сделал. Мы видим, как архиепископ сражается бок о бок с отрядом героев, чтобы уничтожить кучу монстров, выглядящих мощно. Она наложила заклинание барьера, чтобы остановить продвижение монстров, и как только они оказались в ловушке, другой участник смог проскочить мимо и поразить 2 из них, оставив их открытыми для ударов. Затем самурай молниеносно выскакивает и наносит двойной удар другому монстру, уничтожая его руку. Затем монстр попытался призвать еще союзников, поэтому они применили совместное заклинание, которое испепелило его прежде, чем он смог закончить. После завершения битвы все немного успокоились, чтобы поговорить о том, что произошло на данный момент. Архиепископ отвечала за навигацию, поэтому она сообщила остальным членам команды, что они поднялись на 9-й этаж. Они поблагодарили ее за помощь, и внутренне она просто рада, что они не столкнулись ни с какими гоблинами. Мы видим, как убийца гоблинов и его отряд сталкиваются с морским чудовищем огромных размеров. Эльф пытается пустить стрелу ему в голову, но пока она попадает, наносимый урон просто ужасен. Настолько велик, что после этого она начинает подумывать о том, чтобы вложить в него несколько железных стрел. На данный момент все, что она может сделать, это продолжать стрелять и в лучшем случае отвлекать его. В отличие от эльфа, истребительница гоблинов была вооружена оружием, способным нанести приличный урон цели и метнуть гарпун ей в шею. Морское чудовище встрепенулось и пытается атаковать лодку, но его отталкивает святой свет, исходящий от жрицы. А после этого, с открытием, главный герой команды бросает еще одно копье, которое пронзает чудовище насквозь и заставляет его рухнуть обратно в воду. У убийцы гоблинов возникает воспоминание о том, как он встретил человека-рыбу. Это был не гоблин, поэтому он спросил о рыбном промысле, на который, как ему сказали, напали морские гоблины. Но рыбак обижается, говоря, что их называют гомопосезианцами. Но они будут придерживаться рыбаков, и я бы никогда не поступил так низко, как нападение на рыбный промысел. Жрица спрашивает, что происходит, поскольку люди, похоже, считают, что это рыбак виноват в том, что в этом районе стало меньше рыбы. Однако, если они узнают, что на самом деле происходило, они, возможно, смогут помочь прояснить имена рыбака. Они выяснили, что внезапное сокращение количества рыбы здесь произошло из-за морского змея. Услышав, что это не дело рук гоблинов, убийца гоблинов хочет вернуться домой на целый день. Чувство вины заставляет его в любом случае прийти на помощь, и это подводит нас к настоящему моменту. Морской змей еще не умер, и в корабле все еще зияет огромная дыра от его
его последние атаки. Так что с этого момента нам предстоит тяжелая битва. Убийца гоблинов инструктирует всех ограничивать использование своих заклинаний до тех пор, пока это действительно не понадобится. Морской змей всплывает на поверхность, и команда немедленно встречает его еще одним заклинанием Святого Света, за которым следует удар копьем в живот, а также заклинание Дварфа, которое делает это с ним. При таких темпах морской змей скоро задохнется, так что им просто нужно переждать. И если ему удастся снова приблизиться к ним, эльф уже наготове, чтобы выстрелить ему в глаз. Морской змей сопротивляется и в конце концов вырывает голову, но поднимает ее только для того, чтобы получить пулю прямо в глаз из ниоткуда. Он кричит от боли, прежде чем наконец снова рухнуть обратно в воду, на этот раз определенно мертвый. И убийца гоблинов думает, что было бы неплохо, если бы гоблины могли это сделать. Спускайся вниз так же легко, как эта штука. Вернувшись в гильдию, администратор спрашивает, как прошел квест, но убийца гоблинов немного раздражен, потому что в нем не было никаких гоблинов. Хотя он и назывался «Морской гоблинский квест». Рыбаки наградили команду за то, что помогли очистить их имена, и каждый выбирает из предложенного ассортимента то, что ему понравилось. Убийца гоблинов берет морскую раковину и, вернувшись домой, дарит ее фермерше, которая очень рада получить подарок от своего дорогого убийцы гоблинов. Она обещает, что будет беречь ее и никогда не потеряет, пока жива. Позже убийцу гоблинов встречает архиепископ, у которого к нему есть еще одна просьба. Она хочет, чтобы он убил несколько гоблинов. Они входят в комнату для совещаний, чтобы обсудить детали задания, и там же находится телохранитель архиепископа, который портит ей время наедине со своей пассией. В любом случае, она объясняет, что на тропинке были замечены гоблины, поэтому она слишком напугана, чтобы вернуться туда. Из того, что она слышала, было замечено около 20 гоблинов, и у всех у них одинаковые татуировки, а также тот факт, что они ездят верхом на волках. Убийца гоблинов понимает ситуацию и говорит, что справится с ней. Архиепископ собирается присутствовать в столице, так что задача не в том, чтобы убивать гоблинов, а в том, чтобы действовать в качестве ее телохранителя против гоблинов. Он отправляется за своими товарищами по команде, чтобы они все вместе могли отправиться на миссию сопровождения. И как только они выезжают на дорогу, убийца гоблинов просит их ненадолго остановиться, так как ему нужно кое-что сделать. Он увидел там иностранку и остановился, чтобы поговорить с ней, и, похоже, жрица начинает немного ревновать. Архиепископ спрашивает, с кем разговаривает девушка-убийца гоблинов, и ему сообщают, что это та самая девушка, с которой живет убийца гоблинов. И теперь архиепископ тоже начинает немного ревновать. Убийца гоблинов возвращается, и они продолжают свой путь до наступления темноты. Поздно вечером архиепископ подходит к убийце гоблинов, чтобы поблагодарить его за помощь. У нее небольшие проблемы со сном, поэтому она хочет подойти поближе к убийце гоблинов, чтобы утешить его. Но когда она прижималась к нему, жрица проснулась, потому что ей захотелось пить. Она спрашивает, что они вдвоем делают, и истребительница гоблинов объясняет, что у архиепископа проблемы со сном, потому что она боится гоблинов. Но она определенно не сможет заснуть этой ночью, потому что истребительница гоблинов только что была предупреждена о присутствии гоблинов. Жрица видит, как он тянется к своему мечу, и она знает, как это делается. Она надевает свои цепи и спокойно будет остальных, чтобы гоблины не заметили их присутствие. Остальные слышат звук, но остаются неподвижными, как и планировали до того, как пришли сюда, и ждут гоблинов в засаде. Затем убийца гоблинов хватает архиепископа и отводит ее к карете, проинструктировав, чтобы она заперлась внутри, пока ей не скажут, что выходить безопасно. Что она и делает, как ей сказали, она ждет там, молясь за их победу и полное уничтожение гоблинов. Гоблины наконец-то начали действовать и первыми вышли на волчьих всадников. Убийца гоблинов способен парировать атаку и убить его без труда. Затем оставшиеся гоблины начинают выбегать из леса, и убийца гоблинов приступает к работе. При таком количестве экипажей неудивительно, что они не смогли противостоять нападениям гоблинов на этой дороге, и они просто продолжают пребывать. Прямо сейчас от заклинаний мало проку, и если жрецы попытаются использовать святой свет, гоблины просто разбегутся, так что у них есть на самом деле делать нечего. Остальные продолжают уничтожать гоблинов одного за другим, когда убийца гоблинов просит ящеролюдов обойти вокруг, пока они будут принимать оборонительный строй. Они все собираются вокруг кареты, и он просит Приеса использовать защитное заклинание, чтобы обезопасить их. В то время как гоблины бросаются на них, люди-ящеры и его костяные люди подходят сзади и окружают их, что приводит к их резне. На следующее утро они собирают тела всех убитых ими гоблинов, и убийца гоблинов спрашивает, сколько людей было захвачено гоблинами. Архиепископ отвечает, что около 5 или 6, так что убийца гоблинов берет нож и хочет проверить, чтобы убедиться наверняка. Он вспарывает им животы, чтобы посмотреть, съели ли они людей, но он не находит останков всех захваченных, что наводит его на мысль, что в городе гораздо больше гоблинов. Район, где все еще держат пленников в лесу. В конце концов они добираются до столицы и обнаруживают длинную очередь людей, ожидающих входа в Капитолий, и это потому, что здесь появляется король. Меры безопасности были довольно строгими, так как стражники тщательно проверяют каждого человека, который входит в стены. И это самые профессиональные охранники, которых я когда-либо видел. Они твердо выполняют свою работу, но в то же время не проявляют грубости. Хотя они все равно начинают нервничать, когда понимают, что на вечеринке присутствует кто-то столь важный, как архиепископ. Архиепископ уверяет охранников, что все авантюристы являются законными гражданами, и тот факт, что они сопровождают архиепископа, является достаточным доказательством того, что они те, за кого себя выдают, поэтому им разрешен вход в Капитолий.